Доброго времени суток, дорогие! В этом выпуске я хочу поделиться с вами техникой нейрографики, которая называется шаманский дождь. Данную технику применяют в случаях, когда у нас есть несколько целей и желаний, и мы хотим в одной практике помочь себе в их реализации. Данное видео я записываю в рамках бесплатного марафона на проработку темы денег. Ссылку на марафон я оставлю в описании видео. Для выполнения сегодняшней работы нам понадобится лист А4, либо альбомный лист, тонкий маркер, либо фломастер, толстый маркер, ручка и цветные карандаши. И как обычно, первое, что мы делаем в работах по нейрографике, мы составляем и записываем намерения. В намерении на эту работу мы можем указать несколько наших целей и желаний, реализацию которых мы хотим осуществить. Это могут быть цели, связанные с определенными проектами, реализация которых вам будет приносить желаемый доход, а также это могут быть желания на какие-либо приобретения, например, на покупку недвижимости, автомобиля, на поездки, путешествия, на наилучший исход каких-то предстоящих событий. Чаще всего эту технику применяют в намерениях, связанных с деньгами, но ее также можно применять на другие темы. Я рекомендую применять эту технику для тех целей, которые вам на данный момент сложно реализовать. Что-то у вас не получается, что-то еще не проработано, и вы не можете продвинуться в своем проекте. Вам мешают какие-то блоки, либо у вас недостаточно веры в успех вашего проекта, либо вам не хватает каких-либо обстоятельств, какой-то поддержки извне, раскрытия каких-то своих качеств для того, чтобы успешно реализовать свой проект. И поэтому техника и называется шаманский дождь. По аналогии с теми ситуациями, когда в каких-то местностях долгое время не было дождей, и люди обращались за помощью к шаманам для того, чтобы те совершили определенный обряд, и небеса оказали милость народу этой местности и дали долгожданный дождь. Таким же образом вы в этой технике через свое намерение и через саму работу можете проработать те цели, для которых вам нужен долгожданный результат. Вам нужно, чтобы небеса, чтобы Вселенная пришла вам на помощь. И эта техника является своего рода таким ритуалом для того, чтобы вызвать долгожданный дождь возможностей в реализации вашего проекта. Также эта техника поможет в осуществлении каких-либо желаемых покупок, особенно если это приобретение на крупную сумму. Вы тем самым отправите запрос во Вселенную на принятие той суммы, которая вам нужна для исполнения вашего желания. Итак, начнем. Запишем намерение. В намерении вы можете указать те цели и желания, которые вы хотите проработать в этой технике. Не обязательно указывать все, вы можете указать основные, а в процессе работы к наиболее крупным целям вы можете добавить также некоторые небольшие, также актуальные для вас в данный период, чтобы и они пропитались дождем и дали свои результаты. Например, я написала, что я успешно реализую себя на своем YouTube-канале, курсах обучения рейки и исцеляющих марафонах, и с радостью и благодарностью применяю сумму моего ежемесячного дохода от всех источников. Далее вы указываете размер вашего желаемого дохода и продолжаю намерение на все необходимые и желаемые приобретения моей семьи и на приумножение моих финансов.
Здесь вы можете указать конкретно, на что вы хотите применять сумму вашего дохода, либо что вы хотите приобрести, какие-то ваши долгожданные покупки, либо написать такую общую фразу. После того, как вы пропишете намерение, прочувствуйте то состояние, когда ваше намерение исполнится, что вы будете ощущать, что вы получите, когда ваши проекты успешно реализуются, когда вы начнете получать желаемый доход от ваших проектов и от других источников вашего дохода, и когда вы сможете приобрести ваши желаемые покупки, купить квартиры, машины, какие-то гаджеты, улучшить в целом свое благосостояние, либо съездить на отдых, путешествовать. Представьте исполнение всех ваших желаний. И далее, находясь в таком состоянии, мы переходим на второй шаг техники нейрографики. Мы будем прописывать список из 20 и более слов за 2 минуты. Поставьте запись на паузу, выставите таймер на 2 минуты и в течение 2 минут, быстро, не раздумывая, выпишите список из всех слов, которые вам придут. Это могут быть и негативные слова, то, что ограничивает вас, то, что не дает вам реализовать ваши желания. Это могут быть также повторяющиеся слова. Вот такой список получился у меня. И далее мы переходим к самой работе. Итак, начинаем. Мы разделим наш листочек на 3 части. Нижняя часть у нас будет представлять Землю, верхняя часть представлять небеса. А мы и наше настоящее будут находиться посередине этого листочка, между небом и землей. Прорисуем нейролинию, которая будет представлять поверхность Земли. Рисуйте ее свободной рукой, осмысленно. Представьте, что это та земля, в которую вы сейчас посеете семена ваших целей и ваших желаний. Сделайте вдох-выдох и, не торопясь, прорисуйте нейролинию. Вот такая поверхность Земли у меня получилась. Далее мы нарисуем границу неба. Тоже прорисуем нейролинию. Вот такое небо у меня получилось. И мы сейчас начнем сеять семена наших целей и желаний. Посмотрите на участке земли, в каком месте вы хотите посеять ваше семя, например, связанное с реализацией какого-то проекта. Я хочу нарисовать этот кружочек, выходящим из поверхности земли. Такой у меня кружочек получился. Выходящим, потому что я уже начала реализацию этого проекта. У меня уже есть какие-то росточки, и я хочу, чтобы эти росточки выросли. Также здесь я хочу прорисовать кружочек с реализацией моего проекта по курсам обучения целительству рейки. Также я уже реализую себя в этом направлении и хочу, благодаря этой технике, развить этот проект еще больше. Следующее семя, которое я хочу посеять, это поездка в другой город этим летом с детьми.
Я ее хочу отобразить здесь. Кружочки ваши могут пересекаться. Почему мы рисуем кружочки? Потому что в нейрографике круги – это наиболее гармоничная фигура. Также я хочу нарисовать большой круг с поездкой на отдых в какую-то страну. Кружочек большой, потому что на это желание потребуется большая сумма, а также реализация этого желания даст больше впечатлений. Еще одним большим кружочком я хочу изобразить желание на приобретение квартиры в том городе, в котором мы чаще всего с детьми проводим каникулы. Это инвестиция в наше будущее. Возможно, в ближайшее будущее мы и переедем в этот город. В этом кружочке я хочу прорисовать обновление гаджетов для нашей семьи. Это и телефоны, и покупка мониторов, и других электронных приспособлений. И в этом месте я хочу прорисовать кружочек, который у меня связан с приумножением денег. То есть это пассивный доход, это инвестиции, которые я также начала и хочу еще больше продвинуться в данной теме. На данный момент этого достаточно. То есть у меня 2 цели, связанные с проектами, 4 цели, связанные с приобретениями, и 1 цель, связанная с вложением. Я посадила свои семена в землю. Земля представляет материальный аспект нашего мира. Она обладает свойствами материализации. В реальной жизни нам достаточно посадить семечко в землю, и земля превратит это семечко в высокое, плодоносящее дерево. Также земля преобразовывает поверхность, образовывая различные породы, и также земля трансформирует. Но для того, чтобы процесс превращения семян в дерево произошел, нам необходима помощь небес. Нам необходимо солнце, нам необходимо тепло, и нам необходим дождь, который будет питать наши семена и позволять им прорастать. Поэтому следующим этапом мы рисуем в части неба на нашем рисунке облака. Облака здесь будут представлять те возможности, которые позволят нам реализовать наши желания и цели. Рисуйте облака также нейрографическими линиями, расслабленной рукой, осознанно. Рисуйте, как бы приглашая их в свою работу, помочь реализации ваших желаний. Вот такие облачка у меня получились. В дальнейшем мы их раскрасим. И следующим шагом вы прочувствуете еще раз свое намерение и с предвкушением того, что ваши желания и цели наконец-то реализуются наилучшим образом, прорисуйте дождь. Ваш рисунок позволяет тем возможностям, которые есть на небесах, в этих облачках, во Вселенной, пролиться на землю в виде дождя и пропитать землю, в которую вы посадили ваши семена. Прорисуйте дождь прямыми линиями. Вы можете прорисовать в любом направлении, как вы хотите. Прямой дождь, либо наклонный дождь. Вы также можете прорисовать капельки. Прорисуйте тот дождь, который вы сейчас чувствуете. Тот дождь, который нужен семенам ваших желаний и целей.
Вот такой у меня дождь получился. На следующем этапе дождь проникает в землю, наши семена получают воду, питание и начинают прорастать. Изобразим мы это нейролиниями в виде того направления роста, которое получают наши семена. При прорисовке прочувствуйте это прорастание в каждой вашей цели и желании. Прочувствуйте исполнение вашего желания, реализацию вашей цели. Например, в случае с YouTube-каналом я представляю, как мой канал развился, что на нем большое количество подписчиков, что материалы на моем канале активно смотрят, и эти материалы приносят пользу в исцелении все большему количеству людей. И за эти просмотры я получаю энергообмен, получаю ежемесячный возрастающий доход для того, чтобы в дальнейшем применять его на свои желания и потребности. Вот такой у меня получился рост. Ростки могут быть небольшими. Рисуйте так, как вам нравится и как получается. Ростки замыкайте. Далее я представляю, как мы едем и отлично проводим время с детьми в своей поездке. Как мы уже в этом году возобновляем наши путешествия в другие страны. И также я запускаю реализацию своего желания по приобретению новой квартиры. И по обновлению гаджетов, а также по приумножению денег. Также можно добавить нейролинии внутри наших семян, тем самым увеличить рост. Также могут быть здесь несколько ростков, исходящих из одного семени. То есть в данном случае это может быть посещение еще другой страны. Вы можете сделать росточки выше. Вот такие у меня получились росточки. И сейчас на этом этапе необходимо округлить все полученные острые углы, и мы продолжим рисунок. Далее мы можем добавить нейролинии в область наших облачков. Тем самым добавить энергию в эту часть, соединить облака возможностей. И по желанию вы можете добавить еще облака, например, из имеющихся линий. Добавить еще облака. Тем самым добавить еще возможности в реализацию вашего намерения. И далее мы округлим образовавшиеся новые
острые углы. В этой технике важно осознавать, что не мы управляем возможностями. Возможности дают нам небеса, дает нам Вселенная. И мы не решаем, когда, в какое время и каким образом будет реализовано наше желание, наша цель. И мы не решаем, с какого облака возможностей придет реализация нашей цели, поскольку в данной работе, так же как и в реальности, облака перемещаются по небу, и реализация какого-то определенного желания, цели может прийти из того облака, которое будет наилучшим образом способствовать этой реализации. Мы лишь отправляем запрос в небо, во Вселенную о нашем желании, о нашем намерении. Мы позволяем облакам возможностей пролиться на наше семя желания питательным дождем, пропитать землю, в которую посажено наше семя, и позволить нашему семени прорасти. Далее в этой технике мы добавим цвета. Если на этапе прорисовки линий, на этапе округлений мы больше задействовали наш ум, перестраивали свое мышление через то, что мы допускаем смену сценария, что мы допускаем, что возможен другой сценарий, что наши желания могут реализоваться. Далее, через добавление цвета, мы будем подключать наши эмоции, усилим реализацию наших желаний через принятие на эмоциональном уровне, на уровне чувств, на уровне ощущений, на уровне вдохновения. Цвета вы можете выбрать любые, какие вам понравятся. При раскраске важно соблюдать основное правило нейрографики, что мы закрашиваем в один цвет хотя бы 2 соседних фрагмента. И мы не оставляем на рисунке одиночные фрагменты одного отдельного цвета. Облака вы можете раскрашивать, например, голубыми цветами, фиолетовыми. Землю коричневой, росточки зелеными, но можете также использовать любые понравившиеся вам цвета. Таким образом я раскрасила. Я также добавлю объем чуть попозже. Цвета я применяла по настроению и в соответствии с моими желаниями. Например, по реализации на YouTube-канале. Тут я добавила энергии, добавила больше зеленого цвета контакта, желтого цвета энергии, солнца, такого цвета травы, тоже яркого цвета. По курсам рейки здесь больше фиолетовый, цвет мудрости, цвет 7 чакры, также синий, цвет 6 чакры для более успешной реализации этого проекта. Поездка на летние каникулы, здесь оранжевый, это цвет энергии, цвет удовольствия, цвет 2 чакры, цвет наслаждения, также зеленый, поскольку в этой поездке также мы будем общаться с нашими родственниками, проводить вместе время. И желтый – это цвет лета, цвет энергии, цвет радости. Для путешествия в другие страны, отдых на море,
Ну, здесь вот бирюзовый цвет, зеленый цвет, голубой цвет моря, цвет воды, желтый, также цвет песка на пляже, цвет солнца. И когда мы прорисовываем так наши желания и цели, то мы можем прямо прочувствовать, как это все реализуется, прочувствовать, как мы плескаемся в воде, как мы загораем на пляже, или как мы общаемся с родственниками. В проектах, как я помогаю ученикам обучаться целительству рейки. На YouTube, как я взаимодействую со своими подписчиками через то, что выкладываю ценный материал, который, кстати, тоже будет помогать им расти, развиваться, будет помогать их исцелению, гармонизации жизни. По квартире тут я применяла красный цвет, это цвет первой чакры. Также он будет помогать реализации этого проекта. Оранжевый цвет – это цвет удовольствия, поскольку эта квартира будет приносить в будущем удовольствие для нас. И фиолетовый цвет – цвет мудрости, для того, чтобы реализация этого желания произошла наилучшим образом. По гаджетам здесь у меня и серый цвет, и синий. Это цвета стабильности, и зеленый цвет. Это также цвета, которые гармонизируют мое желание. И красный цвет, поскольку это тоже связано с какими-то материальными вещами, поэтому я добавила цвета первой чакры. И по приумножению денег тут у меня желтый цвет. Это цвет роскоши, богатства, цвет травы, это цвет, который будет позволять расти моим деньгам. И фиолетовый цвет я добавила мудрость в реализацию этого желания. Облака тоже у меня раскрашены разными цветами. В целом у меня фон неба спокойный, ясный, голубой, но местами фиолетовые оттенки, что говорят о каком-то сгущении туч, каком-то усилении энергии в этих частях. И далее в рисунок мы можем добавить линии молний. Молнии у нас возникают в случае, когда накапливается определенное напряжение в воздухе. И через разряд молнии это напряжение спадает. В реализации наших желаний и целей также может возникать такая ситуация, что возникает такое нагнетание в реализации нашей цели, уплотнение какое-то, и необходимо воздействие внешних сил для того, чтобы разрядить обстановку и сгармонизировать ее. Далее мы добавляем красным маркером линии молнии в наш рисунок. Посмотрите на рисунок, где вы хотите добавить эти линии, какую часть рисунка вы хотите разрядить. Проведем мы их в виде нейролиний. Вот такая у меня первая молния пошла. И также она как-то вот раздвоилась и рассекла таким образом небо. И также с этой тучки у меня идет такое, и также оно разряжается. Такие две молнии. По желанию вы можете добавить больше. Далее мы эти линии также округлим. И еще я хочу добавить в рисунок солнышко. После того, как мы разрядили обстановку, сняли напряжение, наши тучи рассеялись, появляется солнышко. Вы можете нарисовать его любого размера. Мне вот
больше откликается нарисовать вот такого. Рисуем мы желтым маркером. И далее вы можете добавить либо прямые лучи, либо нейролинии. Мне больше откликается добавить нейролинии, чтобы солнышко наполнялось светом, давало тепло, свет, энергию всем моим целям и желаниям. И далее мы округляем все получившиеся острые углы. Вот такой получился у меня рисунок. Я добавила объем в свою раскраску, тем самым выделила свои семена, свои ростки, выделила облака возможностей. Округление пересечения лучей солнца можно сделать карандашом, поскольку когда мы делаем это маркером, то у нас немножко расплывается черный маркер. И далее я хочу добавить больше роста в некоторые мои цели и желания, благодаря тому, что мы разрядили обстановку, мы добавили солнце, мы больше пропитали нашу землю, и это позволило нам дать больше результатов по нашим целям и желаниям. Вот такой рисунок у меня получился с новыми дополнительными росточками. Свою реализацию по YouTube я добавила синий-фиолетовый росточек, который добавит духовности, мудрости на мой канал. Также голубой цвет для раскрытия моей горловой, 5-й чакры. И добавила энергию в этот проект через красный цвет. Даже такой красно-оранжевый цвет. В проект по обучению целительству рейки добавила больше духовности, мудрости, больше зеленого цвета контакта, цвета сердечной чакры. И также добавила немножко энергии. И еще у меня под воздействием солнечных лучей увеличился росточек с поездкой на летние каникулы. И здесь я добавила немножко цвета воды, в данном случае озера. Возможно, в эту поездку мы также посетим озеро. И вот такой рисунок у меня получился. В рисунок можно в последующем добавлять еще какие-то элементы, чтобы он нравился еще больше. И последнее, что мы здесь добавим в этой технике, это линии поля. Это обязательный элемент каждой работы по нейрографике, поскольку линии поля – это линии Вселенной, это линии божественных сил. И здесь техника как раз-таки напрямую связана с помощью божественных сил, с помощью Вселенной в реализации наших целей и желаний. И сейчас я добавлю линии поля для того, чтобы подключить больше влияния высших сил, влияния Вселенной в реализацию моих целей и желаний. Вот такие линии поля я провела и также округлила все острые углы в пересечениях линии поля с другими линиями. У меня получилось 5 линий поля.
Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Линии поля мы проводим толстым маркером. Если нет толстого, то можно тонким, но провести несколько раз. Линии поля мы проводим от одного края листочка до другого, не обязательно сверху вниз, можно и слева направо, и справа налево, можно и по диагонали. Но здесь, поскольку у нас тема со связью небес и земли, и нас, находящихся между небом и землей, то я провела линии и рекомендую в этой технике проводить линии сверху вниз. Тем самым мы подключаем помощь божественных сил, помощь Вселенной, помощь небес в реализацию нашего желания и целей. Линии поля не должны пересекаться под 90 градусов. Таким образом я закончила свой рисунок. Мне он очень нравится. Рисунок можно повесить на видное место и дать дальше распаковываться тем трансформациям, которые вы запустили в работе. По желанию можно что-то менять в рисунке, улучшать его. И на одну и ту же тему можно выполнять несколько рисунков. Такой рисунок вы можете выполнять каждое новолуние, в первые 3 суток новолуния, для того, чтобы помогать себе в исполнении каких-то своих желаний, реализации целей и любому намерению, связанному с деньгами. Благодарю вас за просмотр. Еще раз приглашаю на бесплатный марафон по проработке темы денег. Данная техника – это 4-й алгоритм марафона, а до этой техники на марафоне я даю еще 3 алгоритма для проработки темы денег в определенной последовательности. Выполняйте работы, оставляйте комментарии по своим работам под этим видео. Также я буду рада вашим лайкам и теплым отзывам. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут еще больше техник по нейрографике, а также на моем канале много другого материала для помощи в исцелении. Это и медитации на исцеление, это и музыка на раскрытие чакр, это и различные материалы по чакрам, по тонким телам и приглашение на различные мои марафоны. До новых встреч!